Привет, друзья! Сегодня собрал для вас самые обсуждаемые и неожиданные новости Германии и мира. Почему регионы возмущены правилами распределения доходов от Deutschland Ticket? Зачем Китай предупреждает компании об использовании американских чипов и к чему это приведет? Что происходит с конкурентоспособностью немецкой промышленности и почему машиностроение бьет тревогу? Какая реальная цена социальных выплат для работающих в Германии и что остается людям на жизнь? Почему число банкротств и безработицы в стране растет, а строительство жилья падает? А дальше еще больше. Сможет ли Mercedes сохранить позиции после неудачной стратегии с электромобилями? И что происходит с крупнейшей партией Германии, Христианско-демократическим союзом ХДС, которая, по словам политологов, теряет свое ядро? Все эти вопросы я подробно разберу в сегодняшнем выпуске. Оставайтесь до конца, будет интересно. А чтобы не пропустить новые разборы, подпишитесь прямо сейчас и включите уведомления. Итак, власти федеральной земли Мекленбург, Переднее Померание обратили внимание на проблему. Доходы от продажи Deutschland Ticket остаются преимущественно у продавцов, как правило, у немецкой железной дороги, а не у региональных перевозчиков, где фактически используется большинство билетов. Так только 1800 из 12 тысяч мест пользователи приобретают билет у местной транспортной компании, остальные через крупных операторов. Это вызывает беспокойство, ведь поступления не соответствуют реальному распределению пользователей. Депутат от ХДС заявил, что регионам, где покупают и используют большинство билетов, достается слишком мало средств, и такие потери должны компенсироваться. Ситуация может измениться уже с октября, тогда планируют переход на распределение доходов в зависимости от почтовых кодов покупателей. Кроме того, при распределении учитывается туристический спрос и другие региональные особенности. По мнению министров, такая модель станет шагом в правильном направлении для равного распределения доходов между перевозчиками. А следующая новость вызывает озабоченность у китайских властей. Китайские власти обратились к интернет-гигантам и другим компаниям с рекомендацией избегать использования новейших искусственно-интеллектуальных процессоров, особенно NVIDIA H20 и, возможно, аналогичных от AMD. Особое внимание уделяется отказу от их применения в проектах, связанных с государством или национальной безопасностью. Регуляторы выразили обеспокоенность, оборудование может содержать скрытые каналы доступа, backdoors, позволяющие удаленное вмешательство или сбор информации. Представители NVIDIA настаивают, что таких механизмов нет. Эта реакция последовала за соглашением между Соединенными Штатами Америки и производителями, согласно которому NVIDIA и AMD могут продавать свои чипы искусственного интеллекта в Китае, но обязаны отдавать Соединенным Штатам Америки 15% выручки от таких продаж. Ситуация осложняется тем, что китайские компании пытаются снизить зависимость от иностранных технологий и активнее продвигают собственные решения, например, Huawei. А теперь новости экономики Германии. Новые данные института ИФА пессимистичны. Около четверти промышленных компаний в Германии считают, что их конкурентоспособность за границей продолжает снижаться. По сравнению с апрелем этот показатель не улучшился, остается на высоком уровне примерно в 25%. Внутри Евросоюза ситуация слегка лучше, но тоже тревожная. Доля фирм, говорящих о падении конкурентоспособности, только немного уменьшилась, внимание, с 13,4% до 12%. Особенно сложная обстановка в машиностроении. Здесь доля компаний, испытывающих спад конкурентоспособности, выросла с 22,2% до 31,9%. Электроника и электротехнические отрасли также активно участвуют в давлении на международной арене. И все же есть отрасли, где ситуация немного исправилась. В автомобильной промышленности число недовольных стало почти вдвое меньше, снизилось с 33 до 16,1%. Причины проблем названы четко. Высокие цены на энергоносители, бюрократия и неблагоприятные условия для инвестиций создают структурные барьеры для компаний. Это все больше отодвигает немецкую промышленность в глобальной конкуренции. А дальше еще интереснее. Согласно данным, при медианном доходе в размере примерно 52 тысячи евро в год, работающий человек отдает на соцвыплаты, на медицинское страхование, пенсии и безработицу, внимание, около 11 тысяч евро в год. Или порядка 910 евро в месяц. Причем эту же сумму вносит ей работодатель, что доводит общую нагрузку, как вы понимаете, на систему соцстрахования почти до 42% от зарплаты. То есть 21% со стороны работника и почти столько же со стороны работодателя.
Что же дают эти выплаты? Во-первых, страхование пенсии формирует накопление, которое потом в виде пенсии обеспечивает доход в старости. При условии полной рабочей карьеры можно рассчитывать примерно, внимание, на 1632 евро в месяц. Это также дает защиту при потере трудоспособности или смерти члена семьи. Второй по объему – это взносы на медицинское страхование, около 14,6% от зарплаты, разделенные поровну между работодателем и работником. Доплат, включая дополнительный взнос, примерно 8,8% от дохода, покрывающий лечение, лекарства, госпитализацию, больничный и поддержку семей. Также значимая доля взносов на уход – это около 3,6% от зарплаты, плюс небольшая надбавка для бездетных. Эти все деньги идут на помощь престарелым и нуждающимся, включая выплаты семьям с различным степенем ухода. Таким образом, за состояние здравоохранения, пенсионное обеспечение и социальную защиту граждане платят немалую цену, но получают в ответ важную социальную подушку безопасности. И это еще не все. Пока политики рисуют яркие картины экономического возрождения, реальная ситуация остается тревожной. Вот 6 основных показателей, которые говорят об обратном. Первое – это кризис банкротств. В июле на 20% больше объявлений о банкротстве по сравнению с прошлым годом. Это максимальный уровень за десятилетие. С начала года более 10 тысяч компаний прекратили свою деятельность. Во-вторых, это промышленное производство застыло. В июне оно достигло уровня ниже даже того, что был в разгар пандемии. Снижение в машиностроении, фармацевтике и пищевой промышленности от 5 до 11%. Третье – это острый дефицит заказов. Около 37% компаний сообщат о нехватке заказов. Особенно тяжело приходится на крупный опт и автопроизводство, где этот показатель доходит до 43%. Четвертое – это рост безработицы. Да, друзья, в июле число безработных выросло на 65 тысяч, почти до 3 миллионов человек. За год прирост составил 171 тысячу, и ожидается, что в ближайшее время планка в 3 миллиона все-таки будет пресечена. Пятое – это резкий спад жилищного строительства. За пару лет количество начатых проектов рухнуло на 85%. В 2025 году может быть завершено менее 200 тысяч новых квартир. Это втрое меньше нужного объема. Шестое – это сокращение расходов потребителей. Настроения остаются пессимистическими, желание покупать падает, а сбережения удваиваются. Люди стараются держать деньги при себе, а не тратить. И еще один важный сигнал. Доверие к правительству и канцелярии снизилось до очень низкого уровня. Ожидание экономического подъема расходится с реальностью. Нельзя сложные факты заменять только красивыми словами. А дальше новости промышленности Германии. Mercedes переживает трудные времена. Стратегия Electric Only, предполагающая полный отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в пользу электромобилей, не оправдывает ожидания. Компания сделала ставку на премиальный сегмент электротранспорта, но результаты оказались разочаровывающими. Во второй половине года чистая прибыль упала примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Маржа сократилась почти вдвое и теперь составляет всего около 5%, тогда как 2 года назад она приближалась к 15%. Продажи за первое полугодие снизились более чем на 8% до 66 миллиардов евро. Флагманские электромобили, которые должны были стать символом новой эпохи, не смогли завоевать рынок. Даже электрическая версия знаменитого внедорожника G-класса продается крайне плохо. Всего около 1500 машин, тогда как традиционные модели с бензиновым и дизельным двигателями расходились почти в 7 раз лучше. По словам одного из руководителей, электрические версии остаются на складах дольше, чем ожидалось. Несмотря на это, наблюдательный совет не вмешивается и продолжает поддерживать выбранный курс. Но все больше экспертов сомневаются, что ставка на люкс и электрификацию в нынешнем виде позволит компании сохранить лидерство. Но есть еще одна новость, которая вызывает волнение. Христианско-демократический союз ХДС – это одна из крупнейших партий Германии, переживает непростые времена. Политологи говорят, что партия теряет свое ядро, те идеи и ценности, на которых стояла долгие годы. Этот процесс некоторые описывают как ослабление партии. Фридрих Мерц, нынешний лидер ХДС, признал, что партия стала слишком пассивной и перестала четко объяснять людям, за что она борется. Он считает, что ХДС больше не формирует те большие идеи и не предлагает новые решения, а просто плывет по течению.
Тем временем многие члены покидают партию. Где-то это делают целыми группами. Основная причина – это люди, разочарованные тем, что ХДС больше не придерживается своих традиционных принципов. Например, раньше партия строго выступала против чрезмерных государственных долгов, а теперь соглашается с их ростом. Мерц обещает вернуть ХДС ее старые ценности и сделать ее сильнее, но пока это не произошло. Вместо обновления партия оказалась в кризисе и будущее выглядит неопределенным. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.